Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим очень сытное и вкусное блюдо. Если у вас есть немного фарша, мука и желание готовить, давайте приступать. Первым делом приготовим тесто. Нам понадобится сахар, мука, соль, дрожжи, теплая вода и растительное масло. Вместо воды можно взять молоко. В миску просеиваем муку и добавляем сначала сухие ингредиенты, перемешиваем. Затем вливаем теплую воду и растительное масло. Замешиваем тесто. Сначала замешиваем в миске, затем переносим на рабочую поверхность. Тесто должно быть мягким и гладким. Готовое тесто отправляем в миску, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 1 час. Тем временем подготовим начинку. У меня фарш, лук, соль, перец, паприка. Лук нарезаем мелким кубиком. Фарш можно брать любой, у меня свинина. Добавляем паприку, молотый перец и соль. Высыпаем измельченный лук и тщательно перемешиваем. Начинка готова. Возвращаемся к тесту. Хорошенько его разминаем и делим на 6 равных частей. Можно разделить и на 8 или 10, тогда выпечка будет меньшего размера. Каждый кусочек подкатываем в шар и накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Рабочую поверхность припыляем мукой. Берем по одному шарику и раскатываем в лепешку. Смазываем растопленным сливочным маслом. Готовый фарш разделяю на 6 равных частей. И выкладываем 1 столовую ложку начинки. Равномерно распределяем ее по всему тесту. Делаем небольшой надрез до центра лепешки. Начинаем складывать. Защипываем открытый край. Снизу также защипываем. Начинка должна быть полностью закрытой. Поправляем тесто, формируя конус. Теперь сверху придавливаем рукой. Получается такая симпатичная лепешка. Чуть поправляем ее и приминаем. Тесто мягкое, не рвется при формировании. Таким же образом формируем другие лепешки. Готовую самсу, назовем ее так, выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Смазываем желтком и при желании посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Самса должна подрумяниться. Достаем из духовки и даем чуть остыть. Посмотрите, какие воздушные получились булочки. Очень мягкие, сочные, сытные.
Давайте посмотрим в разрезе. Они еще горячие, но мне не терпится вам показать. Тесто хорошо пропеклось, мягкое, слоеное. Так как на низу было больше всего теста, мы наблюдаем небольшое уплотнение. Подавать их можно вместо хлеба к первым блюдам, либо как закуску к чаю. А еще очень удобно брать с собой на природу или в дорогу. Кроме того, такую выпечку можно готовить на сковороде. Это на тот случай, если у вас нет духовки. Обжариваем на среднем огне с двух сторон до румяности, периодически переворачивая. У меня на канале есть рецепт очень вкусной и красивой самсы. Формировала я ее по-другому, но оба варианта мне очень нравятся и на вкус, и на внешний вид. Ссылку оставила в описании под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь им в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.